Ганс Христиан Андерсен. Ёлка. Стояла в лесу этакая славненькая ёлочка. Место у нее было хорошее, и солнышко ее пригревало, и воздуха было вдосталь. А вокруг росли товарищи постарше — ель да сосна. Только не терпелось ёлочке самой стать взрослой. Не думала она ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не замечала и говорливых деревенских детишек, когда они приходили в лес собирать землянику или малину. Наберут полную кружку, а то нанижут ягоды на соломины, подсядут к ёлочке и скажут: «Какая славная ёлочка!» А ей хоть бы и вовсе не слушать таких речей. Через год подросла ёлочка на 1 побег. Через год вытянулась еще немножко. Так по числу побегов всегда можно узнать, сколько лет росла ёлка. «Ах, быть бы мне такой же большой, как другие!» — вздыхала ёлка. «Уж как бы широко раскинулась я ветвями, да выглянула макушкой на вольный свет. Птицы вили бы гнезда у меня в ветвях, а как подует ветер, я кивала бы с достоинством, не хуже других». И не были ей в радость ни солнце, ни птицы, ни алые облака, утром и вечером проплывавшие над нею. Когда стояла зима, и снег лежал вокруг искрящейся белой пеленой, частенько являлся в припрыжку заяц и перескакивал прямо через ёлочку. Такая обида. Но прошло 2 зимы, и на 3-ю ёлка так подросла, что зайцу уже приходилось обегать ее кругом. «Ах, вырасти, вырасти, стать большой и старой! Лучше этого нет ничего на свете!» — думала ёлка. По осени в лес приходили дровосеки и валили сколько-то самых больших деревьев. Так случалось каждый год. И ёлка, теперь уже совсем взрослая, всякий раз трепетала. С таким стоном и звоном падали на земь большие прекрасные деревья. С них срубали ветви, и они были такие голые, длинные, узкие. Просто не узнать. Но потом их укладывали на повозки, и лошади увозили их прочь из лесу. Куда? Что их ждало? Весной, когда прилетели ласточки и аисты, ёлка спросила у них: «Вы знаете, куда их увезли? Они вам не попадались?» Ласточки не знали, но аист призадумался, кивнул головой и сказал: «Пожалуй, что знаю. Когда я летел из Египта, мне встретилось много новых кораблей с великолепными мачтами. По-моему, это они и были. От них пахло елью. Я с ними много раз здоровался, и голову они держали высоко, очень высоко. Ах, если бы я была взрослой и могла поплыть через море! А какое оно из себя, это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», — ответил аист и улетел. «Радуйся своей молодости», — говорили солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту, юной жизни, которая играет в тебе». И ветер ласкал ёлку, и роса проливала над ней слезы, но она этого не понимала. Как подходило Рождество, рубили в лесу совсем юные ёлки. Иные из них были даже моложе и ниже ростом, чем наша, которая не знала покоя и все рвалась из лесу. Эти деревца, а они, кстати сказать, были самые красивые, всегда сохраняли свои ветки. Их сразу укладывали на повозки, и лошади увозили их из лесу. «Куда они?» — спрашивала ёлка. «Они ведь не больше меня, а одна так и вовсе меньше. Почему они сохранили все свои ветки? Куда они едут?» Мы знаем», — чирикали воробьи.
Мы бывали в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда они едут. Их ждет такой блеск и слава, что и не придумаешь. Мы заглядывали в окна, мы видели. Их сажают посреди теплой комнаты и украшают замечательными вещами. Золочеными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и сотнями свечей. «А потом?» — спрашивала елка, трепеща ветвями. «А потом? Потом что?» «Больше мы ничего не видали, не видали. Это было бесподобно». «А может, и мне суждено пойти этим сияющим путем?» — ликовала елка. «Это еще лучше, чем плавать по морю. Ах, как я томлюсь! Хоть бы поскорее опять Рождество! Теперь и я такая же большая и рослая, как те, которых увезли в прошлом году. Ах, только бы мне попасть на повозку, только бы попасть в теплую комнату со всей этой славой и великолепием. А потом... Ну, а потом будет что-то еще лучше, еще прекраснее. А то к чему же еще так наряжать меня? Уж, конечно, потом будет что-то еще более величественное, еще более великолепное. Но что? Ах, как я тоскую, как томлюсь. Сама не знаю, что со мной делается. «Радуйся мне», — говорили воздух и солнечный свет. «Радуйся своей юной свежести здесь, на Приволье». Но она ни капельки не радовалась. Она росла и росла. Зиму и лето стояла она зеленая, темно-зеленая стояла она. И все, кто не видел ее, говорили: «Какая славная елка!» И под Рождество срубили ее первую. Глубоко в самое нутро ее вошел топор. Елка со вздохом пала на землю. И было ей больно, было дурно, и не могла она думать ни о каком счастье. И тоска была разлучаться с родиной, с клочком земли, на котором она выросла. Знала она, что никогда больше не видать ей своих милых старых товарищей, кустиков и цветов, росших вокруг, а может, даже и птиц. Отъезд был совсем невеселым. Очнулась она лишь, когда ее сгрузили во дворе вместе с остальными, и чей-то голос сказал: «Вот это просто великолепно! Только эту!» Пришли двое слуг при полном параде и внесли елку в большую красивую залу. Повсюду на стенах висели портреты. На большой изразцовой печи стояли китайские вазы со львами на крышках. Были тут кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, а на столах книжки с картинками и игрушками, на которые потратили, наверное, 100 раз по 100 риксдалеров. Во всяком случае, дети говорили так. Елку поставили в большую бочку с песком, но никто бы и не подумал, что это бочка, потому что она была обернута зеленой материей, а стояла на большом пестром ковре. Ах, как трепетала елка! Что-то будет теперь. Девушки и слуги стали наряжать ее. На ветвях повисли маленькие сумочки, вырезанные из цветной бумаги, и каждая была наполнена сластями. Золоченые яблоки и грецкие орехи словно сами выросли на елке, и больше 100 маленьких свечей, красных, белых и голубых, воткнули ей в ветки. А на ветках среди зелени закачались куколки, совсем как живые человечки. Елка еще ни разу не видела таких. Закачались среди зелени. А вверху, на самую макушку, ей посадили усыпанную золотыми блестками звезду. Это было великолепно, совершенно бесподобно. «Сегодня вечером, — говорили все, — сегодня вечером она засияет». «Ах, — подумала елка, — скорее бы вечер, скорее бы зажгли свечи. И что же будет тогда? Уж не придут ли из леса деревья посмотреть на меня? Уж не слетятся ли воробьи к окнам?
Уж не приживусь ли я здесь? Уж не буду ли стоять разрумяная зиму и лето? Да, она изрядно во всем разбиралась и томилась до того, что у нее прямо-таки раззуделась кора, а для дерева это все равно, что головная боль для нашего брата. И вот зажгли свечи. Какой блеск, какое великолепие! Ёлка затрепетала всеми своими ветвями. Так, что одна из свечей пошла огнем по ее зеленой хвое. Горячо было ужасно. «Господи помилуй!» — закричали девушки и бросились гасить огонь. Теперь ёлка не смела даже и трепетать. О, как страшно ей было! Как боялась она потерять хоть что-нибудь из своего убранства! Как была ошеломлена всем этим блеском! И тут распахнулись створки дверей, и в зал гурьбой ворвались дети. И было так, будто они вот-вот свалят ёлку. За ними степенно следовали взрослые. Малыши замерли на месте, но лишь на мгновение. А потом пошло такое веселье, что только в ушах звенело. Дети пустились в пляс вокруг ёлки, и один за другим срывали с нее подарки. «Что они делают?» — думала ёлка. «Что будет дальше?» И выгорали свечи вплоть до самых ветвей. И когда они выгорели, их потушили, и дозволено было детям обобрать ёлку. О, как они набросились на нее! Только ветки затрещали. Не будь она привязана макушкой с золотой звездой к потолку, ее бы опрокинули. Дети кружились в хороводе со своими великолепными игрушками. А на ёлку никто и не глядел. Только старая няня высматривала среди ветвей, не осталось ли где забытого яблока или финика. «Сказку! Сказку!» — закричали дети и подтащили к ёлке маленького толстого человечка. И он уселся прямо под ней. «Так мы будем совсем как в лесу. Да и ёлке не мешает послушать», — сказал он. «Только я расскажу всего одну сказку. Какую хотите? Про Ивиде-Авиде или про Клумпы-Думпы, который с лестницы свалился, а все-таки в честь попал, да принцессу за себя взял?» «Про Ивиде-Авиде!» — кричали одни. «Про Клумпы-Думпы!» — кричали другие. И был шум и гам, одна только ёлка молчала и думала. «А я-то что же? Уж больше не с ними, ничего уж больше не сделаю». Она свое отыграла. Она, что ей было положено, сделала. И толстый человечек рассказал про Клумпы-Думпы, что с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал, да принцессу за себя взял. Дети захлопали в ладоши, закричали. «Еще, еще расскажи!» Им хотелось послушать и про Ивиде-Авиде, но пришлось остаться при Клумпы-Думпы. Совсем притихшая, задумчивая стояла ёлка. Птицы в лесу ничего подобного не рассказывали. Клумпы-Думпы с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял. Вот-вот. Бывает же такое на свете, думала ёлка и верила, что все это правда. Ведь рассказывал-то такой славный человек. Вот почем знать? Может, и я с лестницы свалюсь и выйду за принца? И она радовалась, что на завтра ее опять украсят свечами и игрушками, золотом и фруктами. «Уж завтра-то я не буду так трястись», — думала она. «Завтра я вдосталь натешусь своим торжеством. Опять услышу сказку про Клумпы-Думпы и, может, и про Ивиде-Авиде». Так, тихая и задумчивая, простояла она всю ночь. Поутру пришел слуга со служанкой. «Сейчас меня опять начнут наряжать», — подумала ёлка. Но ее волоком потащили из комнаты, потом вверх по лестнице, потом на чердак, а там сунули в темный угол, куда не проникал дневной свет. «Что бы это значило?» — думала ёлка. «Что мне тут делать? Что я могу тут услышать?»
И она прислонилась к стене и так стояла и все думала, думала. Времени у нее было достаточно. Много дней и ночей миновало. На чердак никто не приходил. А когда, наконец, кто-то пришел, то затем лишь, чтобы поставить в угол несколько больших ящиков. Теперь елка стояла совсем запрятанная в угол. О ней как будто окончательно забыли. «На дворе зима», — подумала она. Земля затвердела и покрылась снегом. Люди не могут пересадить меня. Стало быть, я верно простою тут, под крышей до весны. Как умно придумано! Какие они все-таки добрые люди! Вот если б только тут не было так темно, так страшно, одиноко. Хоть бы один зайчишка какой. Славно все-таки было в лесу, когда вокруг снег, да еще заяц проскочит. Пусть даже и перепрыгнет через тебя, хотя тогда-то я этого терпеть не могла. Все-таки ужасно одиноко здесь, наверху. «Пип!» — сказала вдруг маленькая мышь и выскочила из норы. А за ней следом еще одна малышка. Они обнюхали елку и стали шмыгать по ее ветвям. «Тут жутко холодно», — сказали мыши. «А то бы просто благодать. Правда, старая елка?» «Я вовсе не старая», — отвечала елка. «Есть много деревьев куда старше меня». «Откуда ты?» — спросили мыши. «И что ты знаешь?» Они были ужасно любопытные. «Расскажи нам про самое чудесное место на свете. Ты была там? Ты была когда-нибудь в кладовке, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, где можно плясать по сальным свечам, куда войдешь тощий, откуда выйдешь жирный?» «Не знаю я такого места», — сказала елка. «Зато знаю лес, где солнце светит и птицы поют». И рассказала елка все про свою юность. А мыши, отродясь, ничего такого не слыхали, и, выслушав елку, сказали: «Ах, как много ты видела! Ах, как счастлива ты была!» «Счастлива?» — переспросила елка и задумалась над своими словами. «Да, пожалуй, веселые были денечки». И тут рассказала она про сочельник, про то, как ее разубрали пряниками и свечами. «О, — сказали мыши, — какая же ты была счастливая, старая елка!» «Я вовсе не старая, — сказала елка. Я пришла из лесу только нынешней зимой. Я в самой поре, я только что вошла в рост». «Как славно ты рассказываешь!» — сказали мыши, и на следующую ночь привели с собой еще 4 послушать ее. И чем больше елка рассказывала, тем яснее припоминала все. И думала: а ведь и в самом деле веселые были денечки. Но они вернутся. Клумпа-думпа с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял. Так, может, и я за принца выйду. И вспомнился елке этакий хорошенький молоденький дубок, что рос в лесу. И был он для елки настоящий прекрасный принц. «А кто такой Клумпа-думпа?» — спросили мыши. И елка рассказала всю сказку. Она запомнила ее слово в слово. И мыши подпрыгивали от радости чуть ли не до самой ее верхушки. На следующую ночь мышей пришло куда больше, а в воскресенье явились даже 2 крысы. Но крысы сказали, что сказка вовсе не так уж хороша, и мыши очень огорчились, потому что теперь и им сказка стала меньше нравиться. «Вы только одну эту историю и знаете?» — спросили крысы. «Только одну», — отвечала елка. «Я слышала ее в самый счастливый вечер всей моей жизни. Но тогда я и не думала, как счастлива я была». «Чрезвычайно убогая история. А вы не знаете какую-нибудь еще? Со шпиком, с сальными свечами? Истории про кладовую?» «Нет», — отвечала елка. «Так премного благодарны», — сказали крысы и убрались восвояси.
Мыши в конце концов тоже разбежались, и тут елка сказала, вздыхая: «Ах, все ж хорошо было, когда они сидели вокруг, эти резвые мышки, и слушали, что я им рассказываю. Теперь и этому конец. Но уж теперь-то я не упущу случая порадоваться, как только меня снова вынесут на белый свет». Но когда это случилось? Да, это было утром. Пришли люди и шумно завозились на чердаке. Ящики передвинули, елку вытащили из угла. Ее, правда, больнёхонько шваркнули об пол, но слуга тут же поволок ее к лестнице, где прежил дневной свет. «Ну вот, это начало новой жизни», — подумала елка. Она почувствовала свежий воздух, первый луч солнца. И вот уж она на дворе. Все произошло так быстро. Елка даже забыла оглядеть себя. Столько было вокруг такого, на что стоило посмотреть. Двор примыкал к саду, а в саду все цвело. Через изгородь перевешивались свежие, душистые розы, стояли в цвету липы, летали ласточки. Вить. «Вернулась моя женушка», — щебетали они. Но говорилось это не про елку. «Уж теперь-то я заживу», — радовалась елка, расправляя ветви. А ветви-то были все высохшие да пожелтевшие, и лежала она в углу двора, в крапиве и сорняках. Но на верхушке у нее все еще сидела звезда из золоченой бумаги и сверкала на солнце. Во дворе весело играли дети, те самые, что в сочельник плясали вокруг елки и так радовались ей. Самый младший подскочил к ней и сорвал звезду. «Поглядите, что еще осталось на этой гадкой старой елке!» — сказал он и стал топтать ее ветви так, что они захрустели под его сапожками. А елка взглянула на сад в свежем убранстве из цветов, взглянула на себя и пожалела, что не осталась в своем темном углу на чердаке. Вспомнила свою свежую юность в лесу и веселый сочельник, и маленьких мышек, которые с таким удовольствием слушали сказку про Клумпы-Думпы. «Конец, конец, конец», — сказала бедное деревцо. «Уж хоть бы я радовалась, пока было время. Конец, конец». Пришел слуга и разрубил елку на щепки. Вышла целая охапка. Жарко запылали они под большим пивоваренным котлом. И так глубоко вздыхала елка, что каждый вздох был как маленький выстрел. Игравшие во дворе дети сбежались к костру, уселись перед ним и, глядя в огонь, кричали: «Пиф-паф!». А елка при каждом выстреле, который был ее глубоким вздохом, вспоминала то солнечный летний день, то звездную зимнюю ночь в лесу. Вспоминала сочельник и сказку про Клумпы-Думпы, единственную, которую слышала и умела рассказывать. Так она и сгорела. Мальчишки играли во дворе, и на груди у самого младшего красовалась звезда, которую носила елка в самый счастливый вечер своей жизни. Он прошел, и с елкой все кончено. И с этой историей тоже. Конечно, конечно. И так бывает со всеми историями.